Женевское озеро, или как называют его во Франции, озеро Леман, можно по праву назвать сердцем Западной Швейцарии. Ежегодно тысячи граждан Конфедерации и иностранных гостей съезжаются к его кристально чистым берегам, чтобы провести здесь свой отпуск. Однако Женевское озеро – это не просто очередной курорт для богатых туристов, как можно подумать с первого взгляда. Знаете ли вы, что популярный хит группы Deep Purple под названием Smoke on the Water был написан именно на берегу Женевского озера? Наверняка вы даже не могли подумать, что в маленьком курортном городке Монтрео ежегодно проходит крупнейший джазовый фестиваль. Женевское озеро – это место, где чарующая природа и уникальная атмосфера сливаются воедино. Имя Леман происходит от индоевропейской ветви языков, где корень слова означает «озеро». В свою очередь, название «Женевское озеро» берет свое начало в далеком 1529 году с попечительства национального героя Швейцарии Франсуа Бонневара. С ростом важности города Женевы название постепенно закрепилось в международном употреблении. Сегодня имя «Женевское озеро» зачастую употребляется швейцарцами, а озеро Леман – французами. Женевское озеро расположено на территории двух стран – Швейцарии и Франции. Государственная граница на западе Конфедерации делит водоем практически по центру. Тем не менее, большинство территории в 59,3% досталось Конфедерации. Озеро Леман условно делится на три части: на востоке – Верхнее озеро, по центру – Большое озеро и на западе – Малое озеро. Швейцарскую часть озера разделили между собой кантоны Женева, Ва и Вале. Общая протяженность водоема составляет 73 километра, а его ширина – 14 километров. В свою очередь, высота над уровнем моря насчитывает 372 метра. Суммарная площадь озера равняется около 580 квадратным километрам. Женевское озеро считается самым крупным водоемом, умастившимся среди высоких Альпийских гор. Более того, это еще и второе по величине пресноводное озеро во всей Европе. Немного большим оказалось лишь озеро Балатон, расположенное на территории Венгрии. Нельзя забывать и еще о том, что озеро Леман является самым большим водоемом Швейцарии, и ему по размерам уступают как Баденское озеро, так и Цюрихское озеро. Женевское озеро находится под влиянием сразу трех климатических зон – Атлантической, Средиземноморской и умеренной континентальной. Поэтому не удивляйтесь, когда зимой в некоторых частях озера вас встретит холодный сухой ветер. Зато летом побережье Женевского озера окутывает мягкий климат и чистый альпийский воздух. Температура постепенно прогревается до 30 градусов тепла, и уже в июле швейцарцы могут плавать в теплых озерных водах. Так как горные вершины неприступной стеной окружают Женевское озеро, летом практически ни одно дуновение ветра не может нарушить водную гладь. Женевское озеро – это настоящий рай для любителей флоры и фауны. Экологически чистый регион может смело похвастаться нетронутой природой и завидным разнообразием живности. Все дело в том, что водоем находится прямо на миграционном пути ряда представителей животного мира. Не будем скрывать, в далеких 1970-х годах этот фактор стал причиной многих хлопот для местных жителей. Но не сегодня. Женевское озеро является настоящим сокровищем для любого заядлого рыбака. Только представьте, в водоеме обитает огромное разнообразие видов рыб. Окунь, щука, озерная форель, сик, и это лишь малая доля всех водных обитателей. В свою очередь, регион также является бесценным кладезем знаний для орнитологов. Ежегодно озеро Леман становится свидетелем миграции 150 тысяч редких птиц, которые держат свой путь между швейцарскими Альпами и горами Юра. Среди основных представителей пернатых можно отметить чимгу, хохлатую чернить и красноголового нырка. Кстати, Женевское озеро служит постоянным домом для таких птиц, как серая цапля, лебедь-шипун и камышница. Не упустите шанс увидеть эти чудеса природы своими глазами. Вот уже на протяжении 140 лет по Женевскому озеру плавают живописные корабли в стиле Бель-Эпок. Кстати, подобного флота вы не встретите нигде в Европе. Из года в год транспортные судна переправляют всех желающих с одного берега водоема на другой, размеренно бороздя водные просторы Женевского озера. А какой отсюда открывается прекрасный вид!
Доплыв до середины водоема, перед глазами пассажиров предстает удивительная панорама высокогорных Альп, среди которых уютно умостились луга. Нетрудно представить, как за очередной горной вершиной прячется очередная живописная деревушка. Кстати, приятная новость для любителей гастрономического туризма: по Женевскому озеру курсируют специальные суда-рестораны, где гости могут вдоволь насладиться не только живописными пейзажами, но и вкуснейшей швейцарской кухней. Советуем не медлить и отправляться в специализированные гастрономические туры по Женевскому озеру. Для знакомства со швейцарской кухней поднимайтесь на борт круизного суда «Ля Сус». Он неизменно отправляется с таких очаровательных прибрежных городов, как Лозанна, Пули, Лютри, Кули, Рива, Виве. Гости смогут попробовать самые знаменитые национальные блюда, чей ассортимент, поверьте, не ограничивается лишь разновидностями фондю. Давно мечтали отведать знаменитую итальянскую кухню, но никак не можете выбраться на ее родину? Тогда Женевское озеро – это ваш шанс. В живописных курортных регионах Монтре, Виве, Вильнёв, Шильон, Ле-Бувре каждый желающий может сесть на судно «Италия». В течение круизной прогулки гости смогут познакомиться с кулинарным достоянием швейцарской Италии, представительницей которой является кантон Тичино. Женевское озеро по праву считается бесценным кладезем водных развлечений. К примеру, озеро Леман уже давно облюбовали любители дайвинга. Под безмятежной водной гладью покоятся некогда затонувшие суда, представляющие особый интерес. К примеру, лишь со стороны муниципалитета Эрманс, расположенного возле границы с Францией, под водной гладью погребено около 5 судов. Помимо исторических ценностей, Женевское озеро может похвастаться богатым подводным миром. Разнообразие местных обитателей может составить достойную конкуренцию знаменитым коралловым рифам Египта или Австралии. Популярным водным развлечением на озере Леман является катание на лодках и байдарках. Ежегодно сотни желающих с удовольствием берутся за весла, чтобы вдоволь насладиться умиротворяющей водной гладью и живописным пейзажем швейцарских Альп. В данном случае главное не заплыть слишком далеко. Согласно швейцарскому закону о судоходстве по внутренним водным путям, таким видом водного транспорта разрешено плавать лишь в пределах внутренней береговой линии в 150 метрах от суши. Любите ходить под парусом? Тогда держите курс на Женевское озеро. Водоем можно смело назвать неотъемлемой частью парусного вида спорта. Более 75 лет он становится местом проведения крупнейшей международной парусной регаты. Только представьте себе, около 600 белоснежных парусников скользят по небесно-голубой водной глади в борьбе за победное первенство. И это лишь малая доля всех проводимых здесь соревнований. Даже в спокойное от мероприятий время береговая линия Женевского озера пестрит маломерными судами. Главные их представители – катера и яхты. Практически каждый швейцарский порт может похвастаться внушительной коллекцией пришвартованных белоснежных красавиц, пока их владельцы проводят время в высококлассных швейцарских яхт-клубах. Однако, отправляясь в плавание по озеру Леман, следует помнить, судоходство по местным водам регламентируется законодательством. Согласно федеральному закону о судоходстве, по внутренним водным путям, допустимый уровень алкоголя в крови при управлении судном не может превышать 0,5 промилле. В других случаях управлять штурвалом в состоянии алкогольного опьянения строго запрещено. Нарушителя ждет штраф, лишение прав на вождение судном или даже лишение свободы до 3 лет. Поэтому, если вы хотите вдоволь насладиться бутылочкой превосходного швейцарского вина, при этом рассекая водную гладь, советуем вам сначала покинуть штурвал. В любом случае, с данным требованием трудно не согласиться. Как ни крути, управление судном требует большой ответственности. Учитывая высокую популярность Женевского озера среди судоходцев, шкиперу необходимо постоянно быть начеку. Особо важно держаться на расстоянии от других судов и быть готовым к выполнению маневров для избегания столкновения. Буква швейцарского закона гласит, что расстояние катера с другими судами должно составлять как минимум 50 метров. Уникальный мягкий климат, чистый альпийский воздух и высококлассный сервис моментально превратили северный берег Женевского озера в популярное место отдыха. Курортную береговую линию окрестили швейцарской ривьерой. На фоне невероятных красот альпийских гор один за другим начали разрастаться такие туристические города, как Монтре, Женева, Виве, Лозанна, Морш, Ньон. Каждый из них по-своему уникален,
поэтому заслуживает отдельного внимания. Одной из главных достопримечательностей Женевского озера является замок Шильон. Крепость расположена на береговой линии, буквально в 3 километрах от города Монтрё. Замок Шильон по праву считается одной из самых посещаемых исторических построек в Швейцарии. Только представьте, величественная крепость возведена на скалистом берегу озера Леман, откуда открывается потрясающий вид на живописную природу региона. Историки до сих пор спорят касательно точной даты рождения, однако первое упоминание о замке Шильон датировано 1160 годом. С XII по XVI век крепость служила резиденцией для представителей графского рода Савойских. Шильонский замок стал героем поэмы Джона Байрона «Шильонский узник», послужив главным местом событий. Также крепость выступила источником вдохновения для работ Жан-Жака Руссо, Перси Шелли, Виктора Гюго и Александра Дюма. Одна из самых видных и узнаваемых достопримечательностей Женевы, фонтан Жида, является неотъемлемой частью озера Леман. Он берет свое начало еще в 1891 году. Каждую секунду из небольшого отверстия диаметром в 16 сантиметров под огромным давлением в 16 бар вылетает 500 литров воды на высоту в 140 метров. Небольшой город Монтрё по праву считается музыкальной столицей швейцарской береговой линии Женевского озера. В свое время здесь проживал легенда музыки Фредди Меркьюри. С 1979 по 1993 год группа Queen была владельцем местной звукозаписывающей студии Mountain Studios, где и записала свой последний альбом. Также город Монтрё стал источником вдохновения для группы Deep Purple. Именно здесь они написали самые узнаваемые аккорды в мире «Smoke on the Water». К слову, речь идет как раз о Женевском озере. Ежегодно в Монтрё проводят знаменитый на весь мир джазовый фестиваль. Не пропустите!